Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз. Что случится, что произойдет в ближайшее время? Что скоро, а возможно и неожиданно, придет в вашу жизнь, придет на ваш порог. Цыганский старинный пасьянс – события ближайших дней. Именно о событиях ближайших дней. Чаще говорят карты пасьянса. Вот давайте узнаем, что буквально со дня на день будет в вашей жизни. И старинный цыганский пасьянс – это тот пасьянс или та демонстрация событий, которая исключает ненужную философию. Вот давайте рассмотрим, с чем будут связаны события ближайшего времени. Может быть, какой-то вопрос будет проясняться, или в каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения. А вы переложите то, о чем вы думаете сейчас, на метафору карт, на те события, которые они нам раскроют. И я надеюсь искренне, что мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки все-таки вы получите. Итак, смотрим, что там для Тельца со дня на день, что случится, что произойдет, до перемены. Причем часы – добрые перемены. Вы уже на пороге перемен. Ну и планетарно-то ведь оно тоже где-то так же совпадает. Смотрим, что еще. Прочная связь. Вот смотрите, здесь может быть перемены, ну, если мы говорим узел, да, это может быть взаимосвязь, взаимодействие по вопросам работы или пересмотр каких-то отношений. Это точно так же могут быть пересмотренные отношения в личной жизни, пересмотренные отношения даже с родственниками. Вот здесь вы и сами делаете какие-то правильные выводы, но и связь-то, я бы сказала, укрепляется. Ведь это очень доброе значение, дважды, мои дорогие, если не трижды. Потому что у вас еще совпадает голубь. Голубь – это благополучие. Я всегда говорю, когда голубь выпадает, даже, знаете, если все вот идет наперекосяк, все равно будет все хорошо. Поэтому как-то, видимо, даже если и сложновато, но тем не менее, все равно какая-то история лично ваша, мои дорогие. Даже если что-то меняется, а тут может меняться, колокол выпадает. Здесь могут быть как и ну, например, объявление или объявление в какого рода. Человек какой-то вам как заявил, да, или сказал о своем конечном решении. Хотя колокол нам говорит чаще о внешних событиях. Это новости, которые вот неожиданные, кстати, новости. Это то, что мы слышим чаще, ну, как или средства массовой информации, или к нам кто-то приносит эту новость, или когда мы что-то узнаем, это и скоро, и неожиданно. Где-то это нас ставит в тупик, не без этого, потому что колокол – это именно нас как будто застают врасплох. Но ведь рядом-то голубь. Поэтому не бойся перемен, как будто говорят телец. Они будут добрыми. И даже если что-то переворачивается, ну, значит, оно должно сначала перевернуться, чтобы потом окончательно как-то укорениться, встать все вот как-то по местам, по-умному, ну, или как-то разумно, чтобы это все превратилось в какую-то последовательность, новую уже совсем. Для вас тут к благополучию ведут эти перемены. Поэтому вот безапелляционными, я всегда говорю, не нужно быть. Потому что мы можем себе что-то надумать и быть уверенными, что ну вот так вот верно, а по-другому вот нет. А тут не всегда так бывает, согласитесь. Ладно, идем дальше, смотрим, что еще. Гости, могут быть и гости. Могут гости принести какую-то такую новость. Ну, это кто угодно может быть, как ваш дом. Кто-то или собирается, может быть, приехать, или вы сами кому-то в гости отправитесь. Возможно, это и какая-то поездка, путешествие, которое вы будете продумывать. Может быть, по части денег, кстати, да, какие-то визитеры. Ну, или вы сами именно решить какой-то вопрос можете отправляться. Я также не исключаю, что это именно получение денег. Да, посмотрите, якорь. Якорь – это у нас уверенность. А ведь и правда кто-то будет собираться даже очень далеко. В нашем пасьянсе а, с учетом именно вот этого кубка или гости издалека, а еще и дорога. Дорога часто говорит о расстоянии, мои дорогие. Ну, может быть, не буквально в ближайшие дни, да, спохватились и куда-то поехали. Хотя и
с учетом, кстати, какой-то новости, вы можете, ну, как стараться ускорить какую-то поездку. Может быть, и переезд. Или, может быть, приезд человека к вам. Вот есть, тут ведь мы все разные, верно? Но тут вы видите явно какое-то перемещение, как будто вам необходимо. Я, конечно, не утверждаю, все-таки будем реалистами. У кого-то это может быть просто как путешествие по каким-то инстанциям, конторам, учреждениям. Высокопоставленные лица, какие-то важные переговоры. Вот это точно. Людей будет в ближайшие дни, как будто в вашей жизни больше. Ну и контактов тоже. К этому где-то приготовьтесь. Ну и понятно, когда людей больше или контактов, тогда и новостей каких-то больше. Поэтому если тут будет что-то, ведь это может быть, знаете, как новость, которая к вам напрямую не относится, но каким-то образом на вас оказывает влияние или из-за этого вам нужно что-то скорректировать, не исключаю. Смотрим, что мы можем еще соединить. И в нашем пасьянсе мы можем соединять те карты, которые находятся в крайних рядах по вертикали и по горизонтали. Вот я смотрю, что же мы для тельцов еще соединим. Честно говоря, не вижу. Не вижу ни по горизонтали, ни по вертикали. Вроде бы все посмотрела. Давайте пойдем дальше. Итак, если уж мы спросили с вами, что скоро и неожиданно, вот давайте эти вопросы рассмотрим на картах Таро. И у нас сегодня Таро добра, которую рисовала великолепный художник, психолог и таролог со стажем Колет Барон Рид. А я вас приглашаю на свой сайт и также телеграм-канал. Все ссылки я оставляю в описании под видео. Есть у меня разного рода статьи. Переходите, читайте. Подписывайтесь на телеграм-канал. Я вам буду искренне рада. Итак, что же для тельцов? Со дня на день будет скоро. Как бы, или что это случится, произойдет. Ну вот, видимо, может быть, придется вам корректировать собственное видение. Ведь эта карта очень часто, вот обратите внимание, как будто ангел смотрит с облачка на все то, что происходит внизу. Да, перышки падают. Мы понимаем, что мы что-то утрачиваем. Мы понимаем, что что-то мы не можем удержать. Но эта карта в банальной колоде, это карта искаженного восприятия, то есть вот такие вот эмоции. Здесь же в этой карте нам как будто говорят, мы не все в силах изменить, вот что скоро. Может быть, это где-то и есть сожаление, потому что вы слышите, и вы бы не хотели этого, вы бы хотели как-то иначе, мои дорогие тельцы. Вполне вероятно, придется согласиться или принять во внимание какой-то свершившийся факт, но Колет Барон Рид прописала в этой колоде как ясность, мои дорогие. Видеть вещи такими, какие они есть. И освободиться от заблуждений. Поэтому вот такое скоро. Какое-то будет событие. Что еще скоро? Ну да, тут по этой карте очень красиво, обратите внимание, наша девушка прекрасная, да? Такая балерина, прям парит. Да кого-то парить-то сложно. На канате, на пуантах стоя. Прямо как на цыпочках, да? На канате держать баланс. Маска. То есть не все однозначно. И себя сохранять, и где-то лавировать, мои дорогие, придется. По пятерке воздуха ведь иногда эту карту называют карта конфликта. То есть здесь явно что-то идет совсем не так, как вы это предполагали. Или как вы бы этого хотели. Будьте к этому готовы. Это буквально скоро. Это со дня на день. Пусть это те новости, которые приходят, или люди, которые вам что-то, ну, как заявляют, или вы слышите. Вот здесь нам нужно, как будто будет необходимо найти вот этот самый баланс. Может быть, и есть какая-то напряженность в отношениях, но мы уже здесь понимаем, что и карта нам говорит: живи сам и дай жить другому. То есть есть, может быть, и люди конкретные, как я уже говорила, мы на них не влияем. Может быть, есть и обстоятельства, которые мы тоже не можем изменить. А вот видеть вещи целостными и то, что есть на самом деле, вот это скоро, вот такая задача. От этого, может быть, зависят перемены. От этого зависит ваше счастье, новое качество жизни. Посмотрите, туз воды. И у нас морской конек. Когда-то очень давно это был символ благополучия, изобилия, процветания.
Может быть, поэтому Колет Барон Рид прорисовала именно в своей колоде. Это у нас туз кубков. Это и любовь, это и радость. Это, кстати, где-то и ясность. И это очень добрые эмоции, которые спешат буквально на ваш порог в замену вот каким-то разочарованием. Может быть, прежним конфликтом. И добрые перемены, мои дорогие. Тем более вот этот узел, прочная связь как раз может и говорить о том, что у вас решится таки какой-то вопрос. Изобилие, любовь, плодовитость и сами по себе возможности пытаются прийти, но, может быть, не совсем так, как вы бы этого хотели или вы бы этого ждали. Ладно, вот это буквально то, что скоро. А что же неожиданно? Что неожиданно со дня на день, в ближайшее время, для тельцов? Что ж там неожиданно? Будущее вот конкретно на ваш порог стремится. Мы как будто вот на этом корабле, да, уже и видим так вот и целостно, да, многие события. Может быть, понимаем, а то и себя благодарим за то, что не были безапелляционными или где-то резкими. Или, с одной стороны, может быть, правильно сориентировались в каком-то деле, где-то и удерживали, а где-то и отпустили. Вот здесь карта будущего нам говорит, что настало время смотреть именно дальше. Или видеть как минимум на пару шагов вперед. Вот это может быть неожиданно. Какая-то возможность. Что еще? Ну, как будто продолжение тех или иных отношений или взаимодействий, или какой-то прежней программы, но в каком-то новом ключе. Дайте я еще одну карту. Так что же еще неожиданно? Правда может касаться? Да. У кого-то это будет касаться работы, может быть, прихода денег. Откуда к вам приходят деньги? Может быть, это был какой-то прежний проект, который вы какое-то время, ну, как тянули на себе, да, или какую-то работу выполняли. Причем по двойке земли тут ничего не менялось. Мы просто вот именно больше сохраняли, поддерживали, как, знаете, огонь в очаге, да. Может быть, даже это касалось работы. Но здесь тройка огня уже дает какую-то новую перспективу. Значит, с какими-то коррекциями планы ваши или ваше в чем-то участие, может быть, ваша работа, у кого-то творчество, среди вас много творческих людей. Так вот, на сегодняшний день шестерка Земли– это карта финансового успеха, это карта баланса, а еще бы я сказала, эту карту мы часто говорим, по крайней мере, я говорю, помощь высших сил. Вот, наверное, этот баланс, да, который вы какое-то время вынуждены сохранять, держать, да, стоя вот так вот на пуантах, на канате. Но и ведь сложно держать вот это равновесие. А есть как будто зачем? Потому что эквивалент или вот эта победа, она того стоит. И, может быть, кто-то себе скажет спасибо, что я не разругался с конкретным человеком, а кто-то из вас может сказать, это вот неожиданно может быть для вас, как хорошо, что я не отказалась от чего-то. Может быть, даже не бросила какую-то работу или не бросил. Это неожиданные ресурсы. По этой карте идет щедрость. Иногда буквально помощь. Может быть, и вам будет кто-то помогать финансово. По этой карте мы принимаем. Это то, что к нам идет как бы с любовью. Это когда-то мы эту любовь или какой-то свой ресурс, может быть, мы им поделились или о ком-то позаботились. И вот теперь это к нам возвращается сторицей. Но эта карта не предусматривает, на всякий случай скажу, что мы даем деньги в долг, например. Потому что тут какой-то может быть и финансовый, если не прорыв, то явно тут улучшение, стабилизация. К чему это все идет? К чему все идет для тельцов в ближайшие дни? Вся эта история. А вы знаете, по этой карте, когда долгое время что-то не менялось, вот опять же, был какой-то застой, либо вы кого-то ждали, или, может быть, это было связано, ну, буквально с ожиданием документа, мы на что-то надеялись. Вот мы спрашиваем, так к чему же это все идет? А это какое-то временное затишье, может быть, пока вы смотрите. Сейчас еще этот расклад, да, вы тоже где-то находитесь в этом затишье. Но это время для самоанализа и время почувствовать себя в безопасности, мои дорогие. Поэтому, если мы спросили, к чему все идет, это все равно, даже если есть какая-то пауза, то она ведет вас к безопасности, Верховная Жрица. Это как такая карта тайных знаний. Это та, которая на самом деле и видит вещи целостными, и где-то учится себя
сохранять по-другому. С одной стороны, элемент независимости, безусловно, проходит, а с другой-то стороны есть моменты тайные. Не все объяснимо с позиции логики и здравого смысла, особенно в наше время, мои дорогие. Но если где-то довериться своим ощущениям, интуиции, к этому нас приглашают карты, не ломать какой-то вот самим, да, не ломать какую-то конструкцию, пусть это касается отношений, работы, то именно продолжится же что-то. Может быть, вы пока не видите этого. Так к чему это все придет? Четверка воздуха. Правда, пока какая-то пауза. Вот я бы сказала в целом. Вы знаете, тут еще будет что-то продолжаться. Вам, да, тут могут быть и помощь, и люди. Один может человек вам объявить о каком-то своем решении, другой, допустим, или какая-то история, у вас она идет в гору, вот тут все-таки есть вот эти добрые перемены. Но вот, кстати, даже в этом пасьянсе часы это всегда, знаете, это не есть какой-то реванш или одномомент. И вот сегодня было так, а завтра уже перемены. Прям буквально приходят на наш порог и говорят «Здравствуйте». Нет, тут больше какая-то дистанция. Поэтому не торопитесь. Вот вы знаете, вы ведь люди сильные, вы люди надежные. В этом ваш приоритет и сильная сторона. Но, может быть, эмоции разные, поэтому нам, наверное, и карты начали повествовать именно, что много эмоций. Есть и искаженное восприятие, и есть и то, что мы не согласны. А дальше-то ради чего тут надо было? Может быть, выдерживать какое-то равновесие или вот этот самый, как баланс, да, даже стоя на цыпочках с завязанными глазами, а потому что на кону стоит ваше счастье. Ну, давайте тогда узнаем, а что прояснится для тельцов. Какая-то ситуация, которая связана с прошлым. Она приближается, мои дорогие. По десятке воздуха нам говорят, ты все равно в прошлое как будто закроешь дверь. Вот уже, ну, может быть, не со дня на день. Может быть, еще пока не решается, и все же, давайте скажем прямо, планетарные транзиты, Уран, который в вашем знаке зодиака, только 4 февраля перейдет из ретро-обратного движения в прямое. И я могу так предположить, что уже где-то после 4 февраля, может быть, как-то оно пойдет быстрее, веселее. Да, потому что все-таки прямое движение – это… Ведь вам Уран сейчас призван как помогать. Вот и карта-то тоже говорит. Изящное завершение и начало чего-то нового. Буквально так. Так вот, к чему это все идет? Вестник Земли. Твердое намерение процветать. И стало быть, твердое намерение процветать даже в какой-то зависшей ситуации. Вы знаете, вы как будто научитесь, даже когда все не совсем может быть гладко, когда вокруг все меняется, вы учитесь, тем не менее, даже в таких условиях, как укреплять собственные позиции. Все же это у нас старшие арканы, и поэтому где-то карта именно 12-го аркана повешенной может говорить о каком-то сложившемся напряжении. Но ничто не дается даром, и ничто не происходит просто так, или так, как мы этого ожидали. Но где-то в данном случае, вот к чему все идет, вам буквально помогает промедление, поэтому не торопитесь с места в карьер. Вот к чему все идет. Десятка воды, карта изобилия, процветания. То есть даже вам вот все то, что я сказала, пусть вот это будет изящное завершение чего-то. Следом твердое намерение процветать. Вот именно сейчас какая-то неспешность, размеренность, мои дорогие. Когда вы видите не то, что вам обещают, или то, что, может быть, даже вы бы эмоционально очень хотели, а то, что есть в реальной жизни. Вот так, да? И вот, видимо, вот это какая-то неспешка. Она вам помогает отстроить свое благополучие, может быть, для кого-то личное счастье, решить вопросы по части дома. Но мы все-таки смотрим на ближайшие дни. Вот нам много карт сказали, телец, пока не торопись. Предоставь каким-то событиям развиваться немножко самим по себе. И ты будешь участвовать в чем-то, это точно. Но сказать, что вот, может быть, вы хотите взять за кого-то ответственность или вы как-то так вот, допустим, будете настаивать вот именно на своем видении. Нет. Вот совершенно вот как наблюдение. Когда вы не окунаетесь в чьи-то эмоции, пусть вам даже их приносят, неважно, со знаком плюс или минус, а вы просто, ну, идете вперед. Да, может быть, какое-то участие в чем-то, да,
но это все равно оно такое более продуманное. Меньше, наверное, с учетом аркана Верховная Жрица, попаданий в какой-то просак или в те истории не увязнуть, куда вам и не надо, мои дорогие. Вот в этом тоже определенное замедление вам помогает. Десятка воды как раз вам и обещает изобилие, процветание, решение каких-то вопросов. Это к этому идет, мои дорогие. Поэтому в конечном итоге все-таки к этому придет, будем говорить. И сама по себе карта, она, знаете, как соединяет и добрые эмоции одновременно, и буквально мир, удача, спокойствие, благополучие. Все то, о чем каждый из нас мечтает. Есть ради чего стараться. Есть ради чего, может быть, и не торопиться. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за ваши искренние добрые комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой телеграм-канал и читайте мои публикации. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Я буду вам искренне рада, а я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.